Что такое личностно-ориентированное обучение и какие типы существуют такого обучения. Во-первых, появление личности на горизонте отечественного образования это произошло в конце 90-х годов, может быть даже 80-х годов, когда вот это вот массовое наше всеобщее, коллективное, такое ориентированное образование, оно стало пробуксовывать. Люди захотели проявлять себя, пошла перестройка и так далее, разные процессы. И вот в тот период вдруг в образовании появилось и понятие личности, и сами личности. Появились личности учителя, новаторы, если вы помните, да, в 80-х годах. Появилось само понятие личностно-ориентированного обучения. И, собственно говоря, лет 20, 25, 30 назад вот понятие личности актуализировалось в том типе образования, который сложился в нашем обществе, в нашей стране. Но в реальности, если проанализировать, что за ориентация и какого рода личностная ориентация стала происходить и зоной внимания, которой является, то окажется, вот на наш взгляд, мы выявили, что есть три типа личностной ориентации. Во-первых, ориентация к самому ученику, во-вторых, ориентация совместно с учеником, и в-третьих, ориентация, идущая от ученика. Рассмотрим, что это за три типа, каждый из них. Что за личностная ориентация имеется в виду в каждом из трех типов. Первый тип личностной ориентации к ученику. Условно говоря, ее можно назвать как «дойти до каждого». На самом деле это что такое? Это то же самое, что и в массовом обезличенном образовании, но еще более сильно. То есть если раньше это как бы вот был для всех все одно, то теперь то же самое, но только для каждого. И усиление влияния на личность за счет того, что происходит концентрация действий на каждом. Не на всех сразу, там можно увернуться, скрыться и под партой спрятаться, а вот здесь делается так, что ты не спрячешься, ты не увернешься, и все теперь вы у меня под колпаками. Да? То есть, условно говоря, здесь личностный потенциал так и никому не нужен. То есть, на самом деле, учитель не хочет здесь в данном типе образования заниматься выявлением какого-то личностного потенциала. Ему просто нужно дойти до каждого, и чтобы каждый еще лучше, чем все остальные, так сказать, сделал тот результат, достиг тех целей, которые были поставлены раньше для всех. В общем-то, такая теория, такое направление имеет исторические аналоги, идущие еще от Конфуция, от итальянских, от Монтэня, Эразма Роттердамского. И надо сказать, что наше так называемое профильное обучение, это, в общем-то, в определенной степени как раз дойти до каждого. То есть профильность это та же масса, но разбитая на части. То есть частью легче управлять, легче для нее подобрать учебные планы, какой-то материал отобрать более, так сказать, емко. И вот дойти до каждого с этим самым материалом. Вот это вот тип образования, когда личностное развитие, по сути дела, не интересует систему образования, а интересует просто индивидуализация как средство дохода до каждого человека. То есть все под контролем, увеличивается степень контроля. Это, кстати, наоборот, увеличивает напряженность, увеличивает реакцию ответную, отрицательную, кстати, на такое действие. То есть, если раньше массовое всем все как-то можно было схорониться, то сейчас нет. У тебя у каждого есть свой дневник, у каждого есть свои замечания, у каждого есть свое, как говорится, своя траектория, и эта траектория пишется тебе сверху или сбоку, пожалуйста, но она тебя как бы ведет. Она тебе задается. Ты, как ученик, практически в ней не участвуешь. А учителя, которые ведут здесь занятия, они могут сказать так. У нас есть личностная ориентация, правда есть. Б, у нас есть индивидуальная траектория, да, есть, потому что ее учителя и задают. Но никакого развития ребенка, ни обнаружения его потенциала реально не происходит.
То есть он усваивает только то, что ему дается сверху. Вот. И даже в том же самом сегодняшнем обществе есть школы, в том числе и как бы вроде бы там элитные, но там не происходит развитие ребенка и учеников, там происходит их натаскивание на определенные задачи, опять-таки не учитывающие личностного образовательного потенциала этих учащихся. Итак, вот такой тип личностной ориентации существует и сегодня. Второй тип личностной ориентации – это вместе с учеником. Классический, самый такой яркий и известный нам, по крайней мере, вариант – это так называемая педагогика сотрудничества. То есть это подход, позиция, которая была разработана благодаря учителям-новаторам в 80-90-х годах. И типичные представители это Шаталов, Волков, Ильин, Лысенкова, Щетинина, Монашвили, Никитина, семейное воспитание. И, в общем-то, список здесь можно и продолжить. И педагогика сотрудничества вот уже изменила принцип. Она сказала следующее, что учитель и ученик это равные субъекты. И обучение это есть совместная работа равных. В этом случае даже оценивать сотрудникам другого сотрудника неприемлемо. То есть мы же с тобой сотрудничаем, что значит чего-то я должен тебя оценивать. Мы можем, конечно, оценить свои результаты труда, и самооценка может быть у нас, но я, как учитель, даже, по сути дела, не имею права тебя оценивать, да, в какой-то степени. Вот такой, ну, по крайней мере, вот Соловейчик именно так произносил один из принципов педагогики сотрудничества, что если это совместная работа равных обучения, то право на оценку одним другого, в общем-то, и не имеет даже. Да? Вот. И хотя учителя-новаторы имеют отличия в своих педагогических и методических системах, тем не менее вот они были собраны как некоторая альтернатива, и действительно реальная альтернатива традиционной системе образования, традиционной педагогики, теориям традиционным педагогическим. Дальше. Пойдем следующий, третий тип личностной ориентации – это от ученика. Мы ее можем назвать, и, в общем-то, оправданно педагогикой выращивания человека, да? Ученика, человека. И традиция такой концепции, она идет от Жан-Жака Руссо, от нашего Льва Николаевича Толстого, как педагога прежде всего, который создал частную школу в Ясной Поляне, и эта частная школа для крестьянских детей работала по принципам Толстого, принципам свободного развития, где была самоорганизация деятельности учеников, где он намеренно, как говорится, не вводил ряд норм, даже дети могли в куче мале, так сказать, на полу, так сказать, играться, и постепенно они сами самоорганизовывались и приходили к тому, что нужно присесть и вести занятия. Вот. И хотя есть те, кто критиковал и тогда Толстого за его принципы, есть и сегодня такие, тем не менее эта система существует, система свободного развития, система самореализации ученика и, в общем-то, педагогика, ориентированная на выращивание сущности ребенка. Не как равному учителю. Вообще, честно говоря, сложно найти здесь равенство, потому что, конечно, мы все человеки и субъекты, но учитель все-таки по позициям отличается от учащегося чаще всего. Так вот, я хочу сказать, что критиком Толстого, критиком в историческом контексте был, например, известный психолог советский Лев Выгодский. И вот он критиковал Толстого за чрезмерное поклонение творчеству ребенка. Считал, что это неправильно и это слишком малозначимо, что гораздо более важно массовую культуру человечества
интериоризировать, врастить в ребенка. И Выгодский для этого использовал термин «вращивание». То есть из зоны ближайшего развития, известная, как говорится, нам сегодня почти каждому педагогу, она как раз и говорит о том, что вот надо найти то состояние ученика, когда он сам не может что-то сделать, но ему при этом надо помочь и дать ему, как говорится, поддержку определенную, интериоризировать внешнюю, как говорится, внешнее содержание внутрь этого ребенка, врастить. Так вот, если, как говорится, посмотреть на противоположности, то Толстой, конечно же, противоположен его концепции Выгодского и Толстого, это две противоположности. Между ними водораздел совершенно, как говорится, одна из них педагогика вращивания, а другая педагогика выращивания. Это разные. Но я хочу сказать, что этому типу обучения лично-ориентированного посвящены работы и разработки психологов, Якиманская, Слободчиков примеры, педагогов, это Бондаревская, Сериков и ваш покорный слуга Хуторской. То есть есть, без сомнений, сегодня продолжатели этой концепции. То есть это совершенно другой тип личностно-ориентированного обучения, чем предыдущие два. Это мы должны понимать. Для чего? Чтобы самоопределиться. Если мы хотим применять личностно-ориентированные методики и технологии, то какой именно концепции исходной мы с вами каждый придерживаемся.